Привет! Отрываю от сердца мой самый любимый топ. Связала много лет назад, а сейчас решила чуточку доработать и поделиться с вами. Вяжется очень просто и быстро, а подходит буквально на все случаи жизни. Будь то выход в свет или занятие спортом. Свои параметры обязательно оставлю в описании к этому видео, чтобы вы могли сравнить, подходят ли вам мои расчеты. А я от всего сердца рекомендую вам обзавестись таким топом. Ну а с вами, как всегда, Юля. Вы на канале Жуэндо и погнали вязать. Для создания нового проекта я буду использовать пряжу Gazal Baby Cotton в 50 граммах 165 метров, цвет 3429. Это очень красивый нежно-голубой оттенок. Мне помогал его выбирать мой парень. Камера не очень хорошо передает этот оттенок, потому что за окном пасмурно. И да, заказала я 3 таких мотка, но на проект уйдет чуть больше 2 мотков. А вот спицы я буду использовать 3 миллиметра на леске 40 сантиметров, но это вместе со спицами. Как вы поняли из заставки, будем мы вязать топик подобного формата. А если быть точной, практически один в один. Только изменим резинку внизу. А вот вязала я тоже этот топик из Gazal Baby Cotton. Его я ношу более 5 лет круглый год, стираю в стиральной машинке, и все прекрасно. Так вот, начнем мы вязать с горловины. Сзади у нас по спинке будет небольшой вырез. Это для того, чтобы потом комфортно было продевать голову через отверстие. Здесь можно сделать петельку и пришить пуговку, если вас смущает этот разрез. Лично у меня пуговицы цепляются за волосы, поэтому мне неудобно. Далее мы по типу реглана начнем вывязывать прибавки по передней части и ровно то же самое сделаем на задней части. Кстати, начнем мы с нее. Затем все соединим в круг и будем вывязывать длину. А вот резинку я изменю и посажу по фигуре. Но прежде чем мы начнем, вам нужно будет связать образец резинкой 1 на 1. Для того, чтобы высчитать количество петель на обхват вашей шеи. В небольшом натяжении измерить плотность вязания в 10 сантиметрах, измерить обхват шеи по нижней части и перемножить. Например, плотность моего вязания 28,5 петель в 10 сантиметрах, обхват шеи 37 сантиметров. Итого 28,5 умножаю на 3,7 и у меня выходит 105 петель. Ну и погнали вязать. Отмеряем хвостик нити. Укладываем нить на большой указательный палец, на большом нити от мотка, на указательном свободный хвостик. Далее мы будем делать классический набор. Спицу помещаем между пальцев, заводим под петельку на большом и захватываем нить с указательного. Так у нас образовалось 2 петли. Далее снова заводим спицу под большой пальчик, захватываем с указательного и затягиваем. Повторяем все те же действия и таким образом набираем, в моем случае, 105 петель. Главное, набирайте нечетное количество, чтобы у нас был полностью симметричный рисунок. Как только наберем необходимое количество петель, разворачиваем вязание на изнаночную сторону. И сейчас наша задача провязывать все петли резинкой 1 на 1. Кромочную мы снимаем и дальше начинаем с изнаночной, так как это изнаночная сторона. Это все для рисунка. Затем лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная. И так провязывайте самостоятельно до конца ряда. В конце ряда 2 петли должны получиться изнаночными. Кромочная в конце ряда тоже всегда провязываем изнаночной. Итак, ваша задача вязать резинку 1 на 1 поворотными рядами на необходимую высоту. И вот еще момент. Обязательно провязываем нечетное количество рядов для того, чтобы в конечном итоге мы встретились с вами в лицевом ряду. Ну а я в свою очередь уже связала горловину. Я провязала 17 рядов. Если измерить, то получается около 4,5 сантиметров, ну или 4. Мне этой высоты горловины хватает, хотя на самом деле я хотела побольше, но почему-то не рискнула. Хотя это уже 3-й топ. Ну да ладно, 4-й свяжу. Далее нам нужно всю нашу горловину разделить на 4 части. Пожалуй, расправлю все, чтобы вам было более понятно. Вот наш круг. Напоминаю, здесь на стыке у нас будет спинка. Соответственно, здесь это лицевая часть.
И теперь все 105 петель мне нужно разделить на 3 равные части, и у меня выходит 35 петель. Далее, как я тут мудрю? 35 петель я отделяю на переднюю часть. И плюс ко всему решила добавить еще по одной кромочной по бокам. Итого выходит 37 петель на переднюю часть. Соответственно, на спинку я также выделяю 35 петель и плюс кромочная. Итого 37 на спинку и 37 на перед. Но прошу обратить внимание, что по спинке у нас будет на одну петельку больше. Когда мы уже начнем вывязывать спинку, одна петля у нас уйдет, мы там сделаем убавочку. Итого, перед 37, спинка 38 пока что, и 37 плюс 38 получается 75, отнимаем от 105 петель и выходит 30 петель. Делим напополам, итого на одно плечо уходит 15 петель и на второе плечо 15 петель. Так мы распределили это все. Можно сразу расставить маркеры, но я буду просто считать. Поэтому приступаем. Сейчас мы находимся в лицевом ряду и начнем провязывать полупатентную резинку. Начнем провязывать половинку спинки, а это выходит 19 петель, то есть половина от 38 по спинке. И начинаем. Кромочную снимаем, а дальше лицевую мы будем провязывать не за петельку на спице, а за петлю из предыдущего ряда. То есть мы как бы 2 сейчас будем захватывать, 2 ряда. Далее изнаночную мы просто провязываем, а лицевую опять-таки за предыдущий ряд. Изнаночная. Итак, сейчас моя задача провязать половину спинки, то есть 19 петель. Но не торопитесь провязывать крайнюю 19 петлю. Чтобы они у нас потом не вытягивались, нам нужно будет поменять местами 19 и следующую петельку за ней. Просто их перекрещиваем. Ну и, соответственно, просто эту петельку довязываем. То есть все, у меня теперь 19 петель провязано. Теперь нам нужно будет закрыть 15 петель на наши плечи. Я начинаю провязывать первую скрещенную петлю, и нам нужно будет ее развернуть, чтобы она красиво легла в закрытие. Далее у меня идет изнаночная, ее провязываю и протягиваю через первую провязанную петельку. Так мы закрыли одну петлю. Далее идет лицевая, провязываем и протягиваем через предыдущую петлю. Закрыли 2. И таким образом провязываем 15 петель, вернее закрываем их и провязываем все петли так, как они лежат по рисунку, чтобы все было аккуратно. Если боитесь запутаться, то расставьте маркеры. Итого я закрыла все 15 петель. Они нам больше не пригодятся. Итак, дальше нам снова нужно перейти на полупатентную резинку и провязать 37 петелек. Но помним, первая у нас уже провязана, далее идет вторая. Это лицевая, провязываем за предыдущий ряд. Изнаночная и лицевая за предыдущий ряд. Так провязываем 37 петелек. Но это в моем случае, в вашем, возможно, будут другие расчеты. И как только я подойду к 37 петле, мне нужно будет ее также поменять местами со следующей, чтобы петли потом не вытягивались. И в данном случае нужно будет ее также провязать. Готово. Теперь снова у нас идут боковые, то есть плечевые 15 петель. Их нам нужно закрыть. Первую петельку провязываем, разворачиваем, но это в целом и не обязательно. Это мои уже причуды. Далее провязываем следующую и протягиваем через предыдущую. Снова провязываем, протягиваем. Так закрываем 15 петель, пока у вас на спице не останется 19. Ну, опять-таки, это в моем случае. На всякий случай еще раз напомню, как только закроем 15 петель, у нас должно остаться всего лишь 19 петель вместе с уже провязанной, так сказать, кромочной. Далее снова мы переходим на вывязывание полупатентной резинки. Довязывайте этот ряд до конца самостоятельно. Далее разворачиваем вязание на изнаночную сторону. И теперь все изнаночные ряды мы будем провязывать просто резинкой 1 на 1. Точно так же, как мы вязали нашу горловину. Короче говоря, провязывайте сейчас половинку спинки до конца ряда.
Разворачиваем вязание на лицевую сторону. Напоминаю, у нас будет шов по спинке. Вот если мы соединим, так он будет более понятен. И нам нужно будет по правой стороне сейчас делать прибавки. Вырез я немножечко углублю, поэтому пока что я не буду соединять две половинки спинки. Будем делать только прибавки с правой стороны. Как я буду это делать? Кромочную я снимаю. Далее в лицевом ряду мы всегда будем провязывать полупатентную резинку, то есть лицевые за предыдущий ряд, а изнаночные как обычно. Итого я провязала 3 петли, последняя должна быть изнаночная, и теперь только после изнаночной я поднимаю протяжку между петлями и провязываю изнаночную скрещенную. Так мы сделали прибавку. Именно изнаночную. У нас после третьей петли всегда будет добавляться новая петля. Далее все провязываю по рисунку полупатентной резинкой до конца ряда. А еще, чтобы не запутаться, советую поставить маркер на петлю в том ряду, где мы делаем прибавку, чтобы потом нам было проще считать. Вяжите этот ряд самостоятельно до самого конца. А вот изнаночный ряд мы будем, как всегда, провязывать просто резинкой 1 на 1. И также такая небольшая заметка. Когда в изнаночном ряду вы подойдете к 4 петле с конца, вот где мы делали прибавку, помним, здесь у нас будет 2 лицевые. Все потому, что в лицевом ряду у нас стоят 2 изнаночные рядом. Значит, здесь 2 лицевые. Вот если посмотреть, здесь не совсем понятно, что это за петля. Лицевая это или изнаночная. Поэтому всегда держим в уме. Если рисунок не сходится резинкой 1 на 1, то у нас получается, что 4 и 3 петля с конца всегда будут лицевыми. В общем, провязывайте изнаночный ряд самостоятельно. И разворачиваем вязание на лицевую сторону. Сейчас мы снова провяжем ряд полупатентной резинки. Все будет по рисунку, лицевую за предыдущий ряд. И помним, что здесь у нас все еще сохраняется 2 изнаночные ряда. Мы еще не делаем прибавку. То есть их мы будем делать через один лицевой ряд. Как вы видите, маркером помечен ряд, где я делала прибавку. Сейчас я провязываю лицевой ряд полупатентный и затем закрываю это все изнаночным рядом, рисунком резинкой 1 на 1. Встретимся в новом лицевом ряду. У меня уже все готово, и теперь смотрим. Вот моя прибавка. Это ряд резинкой 1 на 1, а маленькую косичку не считаем. Это как подготовительный ряд для полупатентной резинки. То есть, соответственно, в этом ряду мы будем делать снова прибавку. Провязываем 3 петли полупатентной резинкой, и сразу же после изнаночной нам нужно будет сделать прибавку. Поднимаем протяжку и провязываем лицевую скрещенную с наклоном влево, то есть за заднюю стенку. Далее все провязываем по рисунку полупатентной резинкой. И здесь я снова поставлю маркер, чтобы помнить, где я сделала прибавку. Просто если по лицевым еще можно как-то отследить, где эта прибавка, то по изнаночным уже непонятно, в каком она ряду. В общем, довязывайте этот ряд самостоятельно до самого конца. Затем в изнаночном ряду просто резинкой 1 на 1, снова лицевой ряд полупатентной резинкой и добиваем изнаночным рядом. Там мы снова сделаем прибавку. У меня уже все готово, и как вы видите, у меня вот здесь вот прибавка была, затем ряд лицевой полупатентной резинкой, и вот сейчас в новом ряду я буду провязывать прибавку. Эта маленькая косичка означает, что это просто завершенный изнаночный ряд. Снова провязываем 3 петли. После изнаночной петли поднимаем протяжку, и нам нужно сделать прибавку изнаночной петлей. Далее провязываем все полупатентной резинкой до конца ряда. После него изнаночный, лицевой и изнаночный ряд. Итого встретимся в лицевом ряду, где нужно будет делать прибавку. Магия монтажа, и у меня снова все готово. Вот я провязала лицевой ряд, и сейчас в новом лицевом ряду будем снова делать последнюю прибавку. Провязываем 3 петли,
После изнаночной поднимаем протяжку, и теперь нам нужна лицевая скрещенная с наклоном влево. И довязываем этот лицевой ряд до конца. Обязательно помечаем маркером ряд, где мы сделали прибавку. Всего, если посчитать по косичкам, нам нужно будет провязать 9 рядов. Например, сейчас я нахожусь на 8 ряду, то есть я сделала 4 прибавки через ряд, и если посчитать, то все сходится. После него вам нужно будет провязать ряд изнаночный и один ряд лицевой полупатентной резинкой. Там мы и встретимся. Итого подводим итоги. Сейчас я провязала 4 прибавки, я провязала 9 рядов, если посчитать по косичкам, и осталось нам провязать всего лишь последний изнаночный ряд, и на этом с правой половинкой спинки, хотя даже, наверное, это левая, ну, в нашем случае сейчас это правая, мы с ней закончим. И как только мы довяжем изнаночный ряд, этот моточек мы можем отложить в сторонку, нить мы не обрезаем и переходим к вывязыванию левой части спинки. Здесь мы будем делать все то же самое, как и с этой стороны, только прибавки мы уже будем провязывать в конце ряда, то есть перед 3 петельками. И таким образом вам нужно будет точно так же провязать 4 прибавки, то есть 2 лицевые и 2 изнаночные. Всего провязать 9 рядов и закончить его изнаночным рядом. И вон там уже мы с вами обрежем нить вот здесь вот с центральной стороны. Но чтобы все-таки вас не оставлять одних в этом, казалось бы, сложном деле, давайте все-таки чуть помогу. Правую часть спинки я переношу на правую спицу, чтобы она нам больше не мешалась и нам было как подступиться к левой половинке, потому что я буду все вязать на одних спицах. Далее, левую часть спинки нам тоже нужно перенести на правую спицу, потому что начинаем мы вязать с изнаночного ряда. В общем, не тратим время, переснимаем все петли на правую спицу. У меня уже все готово. И можно приступать ко второй половинке спинки. Напоминаю, начинаем мы с изнаночной стороны. Берем нить от второго мотка, чтобы не обрезать эту нить, она нам еще пригодится. И начинаем провязывать просто резинкой 1 на 1. Разворачиваем вязание на лицевую сторону, и здесь мы приступаем к вязанию полупатентной резинкой. Здесь уже мы провязываем все петельки, ну, соответственно, полупатентной резинкой, не довязывая до конца 3 крайние петельки. Там мы будем делать прибавку. Как вы видите, у меня осталось 3 петли, крайняя изнаночная, и перед ней нам нужно поднять протяжку и провязать изнаночную скрещенную. Здесь вообще уже не важно, в какую сторону наклон, она не будет заметна. Оставшиеся петельки довязываем до конца. А вот в изнаночном ряду просто провязываем резинкой 1 на 1. И напоминаю, здесь тоже лучше помечайте маркером ряд, где мы сделали прибавку. Я вам клянусь, потом вы их не найдете. В общем, так, мы провязываем изнаночный, лицевой полупатентный и снова изнаночный. А вот в новом лицевом ряду в конце ряда мы сделаем прибавку. Я уже проделала все манипуляции и подошла к точке назначения. Здесь нам нужно будет уже сделать прибавку с наклоном вправо, и нам нужно будет из протяжки провязать лицевую скрещенную с наклоном вправо, то есть за переднюю стенку. Оставшиеся петельки провязываем по рисунку полупатентной резинкой. Но оставшиеся 2 прибавки делайте самостоятельно. В моем случае уже все готово. Я провязала 4 прибавки, всего 9 рядов и закончила изнаночным рядом. Нить обрезала. Теперь нам нужно будет все это соединить вместе, чтобы у нас получилась цельная спинка. А так как нить от мотка не обрезанная у меня находится в начале ряда правой половинки, то нам нужно снова перенести правую половинку на левую спицу, то есть подойти к началу нити, к началу ряда. Переснимайте все самостоятельно. Хотя, конечно, можно было сделать и проще, но кто я такая, чтобы переделывать уже отснятый материал?
боже мой. Ну да ладно, уже ничего не поделать. Сейчас в этом лицевом ряду мы будем соединять две половинки, то есть две кромочные мы провяжем вместе изнаночной, и таким образом мы уберем лишнюю петельку, и у нас рисунок сойдется. А ко всему прочему, так как мы сделали прибавку вот здесь, провязали ряд лицевой, закончили изнаночным, нам здесь нужно делать прибавку в начале и в конце ряда. Поэтому провязываем первые 3 петельки полупатентной резинкой и сразу же после изнаночной поднимаем протяжку, набрасываем ее и провязываем изнаночную скрещенную. Далее все петельки провязываем до конца этой половинки, не довязывая одну кромочную. И не забываем пометить маркером ряд, где мы сделали прибавку. А я уже подошла к концу, оставила одну кромочную, и сейчас эту крайнюю кромочную и следующую от второй половинки провязываем вместе изнаночной. Все, так мы соединили две половинки. Оставшиеся петли довязываем до конца, не довязывая 3 крайние петельки. Там мы сделаем прибавку. Как только подойдете к ним, перед изнаночной петлей поднимаем протяжку, набрасываем на спицу и провязываем изнаночную скрещенную. Оставшиеся петельки довязываем до конца по рисунку. И с этой стороны также советую пометить маркером, потому что вначале можно сделать прибавку, а в конце можно и забыть про нее напрочь. Ну а дальше уже мы будем просто продолжать делать прибавки через один лицевой ряд с одной и с другой стороны. И так мы будем вязать до тех пор, пока не дойдем до уровня проймы. И обязательно следите за тем, чтобы ширины, которая будет набираться, хватало на полуобхват вашей груди на уровне проймы, то есть над грудью. Потому что если у вас грудь большая, то этого может не хватить. И лучше тогда начинать делать прибавку в каждом ряду, ближе к пройме. Я имею в виду в каждом лицевом ряду. Иначе может случиться казус, и ваши пирожочки просто выпрыгнут. Ну а я провязала полностью спинку, делая прибавки через лицевой ряд, как и обычно. С одной стороны сделала 22 прибавки, с другой 22. Всего на спицах у меня 81 петля. А теперь расскажу, как я определила, что мне этого уже достаточно. Во-первых, я измерила обхват груди на уровне проймы, то есть над грудью, над выступающей частью. И у меня вышло 84 сантиметра. Я измерила плотность своего вязания, то есть в 10 сантиметрах у меня вышло 19 петель. Вот так вот слегка в натяг. Итого я 19 умножаю на 8,4, и у меня получается 160 петель на весь обхват моей груди. То есть по 80 петель на перед и 80 на спинку. Считаем дальше. Если у меня на спинке 81, по переду 81 петля, у меня выходит 162 петли. Но когда мы будем соединять вязание в круг, у меня уйдет одна петля со спинки и одна спереди, потому что у нас свяжутся по 2 петли вместе. Так и получится 160 петель. И обязательно следите, чтобы вот этой вот регланной линии вам хватало в длину. В идеале просто примеряйте. Далее наша задача перейти к вывязыванию переда. Здесь мы будем делать все то же самое, как и по спинке, только без вот этого вот выреза. То есть начинаем вязание с изнаночной стороны просто резинкой 1 на 1, затем переходим в лицевой, там мы будем спустя 3 петли делать прибавку с одной стороны и за 3 петли с другой. Так их делаем через один лицевой ряд, пока не наберете то же количество петель, что и по спинке, в моем случае 81 петлю. Вяжите перед самостоятельно. Ну что ж, а я уже довязала переднюю часть, спинка у нас уже была готова, и сейчас нам нужно будет все это соединить в круг. Здесь все будет так же просто, как и с половинками спинки. Так как я провязала изнаночный ряд, сейчас мне нужно провязать лицевой ряд, не довязывая одну кромочную петлю. Там мы будем делать соединение. Пока что провязываем все просто полупатентной резинкой до конца ряда, не довязывая одну петельку. И как только мы подойдем к самой последней петле передней части, нам нужно будет присоединить ее к задней части, то есть к спинке. Поэтому
кромочную с передней части и кромочную со спинки мы провяжем изнаночной петлей и таким образом убавим на одну петельку. Первая пройма готова. Также, если вы не делали прибавки в каждом ряду, если вам не хватало ширины, вы можете здесь добрать необходимое количество петель на обхват вашей груди. Но это как еще один из вариантов. Далее провязываем все петли спинки полупатентной резинкой до конца ряда, не довязывая одну кромочную петлю. И как только мы подойдем к пройме, здесь нужно будет повторить манипуляцию. То есть 2 кромочные петли мы провязываем вместе изнаночной. Таким образом, теперь у меня обхват моей груди 160 петель. И мы полноценно переходим на круговое вязание. Как будем делать дальше? Следующий ряд мы провязываем резинкой 1 на 1. Это то же самое, что и изнаночный. Далее полупатентная резинка, потом снова резинка 1 на 1. И так мы чередуем, пока не довяжем примерно до уровня солнечного сплетения. С этого момента мы начнем вывязывать нашу интересную L-образную резинку. Другими словами, вяжите до верхней точки вашего пресса. Далее провязываем все самостоятельно, там уже вообще никаких причуд нет, просто вяжем по прямой. И так как у меня стоит маркер на последней прибавке, сейчас я провязала один ряд, соответственно, я вам потом скажу даже, сколько я рядов провязала до моего солнечного сплетения. А я уже провязала необходимую длину. От последней прибавки я провязала 16 рядов и закончила изнаночным рядом. Это примерно уровень под грудью, чуть-чуть выше, буквально на пару сантиметров. И с этого момента в ряду, где я должна буду провязывать полупатентную резинку, я начну вывязывать обычную резинку 1 на 1. Вот таким образом она будет расширяться. Мы ее будем вывязывать плавненько. Но перед этим нам нужно найти центральную петлю, от которой мы будем плясать. У меня это оказалась изнаночная петля, поэтому я эту петельку помечу маркером, чтобы ее не потерять и знать, до какого места провязывать. И готово. И теперь внимание, в каждом ряду полупатентной резинки я буду лицевые петельки менять на обычную резинку 1 на 1. То есть менять мы их будем постепенно, шагая от центра вправо и влево. Но пока начинаем провязывать петли полупатентной резинки, пока не подойдем к центральной петле. Там не торопитесь. Итак, я подошла к центральной петле по переду. По идее, окружающие ее лицевые петли я должна провязывать полупатентной резинкой. Но так как мы меняем узор, я их просто провязываю резинкой 1 на 1. То есть центральную петлю и 2 окружающие их лицевые. А чтобы потом не запутаться, обязательно пометьте петли, которые мы изменили, маркерами, иначе просто так они не будут заметны, будет совершенно ничего не понятно. Вот 2 петли я поменяла рисунок в них, поэтому я их помечаю. Дальше все остальное до конца ряда мы провязываем полностью полупатентной резинкой. А после этого еще один ряд по кругу просто резинкой 1 на 1. Итак, а я довязала уже тот ряд и закончила просто резинкой 1 на 1. То есть я провязала 2 ряда. Сейчас мы снова довязываем до наших маркеров, не довязывая одну лицевую петлю перед маркером. Ее мы также заменим на обычную резинку. А пока вяжем этот ряд полупатентной резинкой. А я уже у центра, и я снова не довязала одну лицевую до помеченной петли. И сейчас эту лицевую петельку я провяжу вместо полупатентной обычной лицевой. Далее все чередуем резинкой 1 на 1, все петли в пределах маркеров. И получается, что после второго маркера нам тоже нужно задействовать 2 петельки. То есть изнаночную и лицевую также провязываем резинкой 1 на 1. И теперь не забывайте пометить маркерами те петли, которые мы заменили с одной и с другой стороны, иначе потеряете.
Далее мы довязываем ряд полупатентной резинкой, а затем просто резинкой 1 на 1. Не забывайте про это чередование. И таким образом мы постепенно будем захватывать все больше и больше петелек, и наша обычная резинка будет расширяться и приобретать свою индивидуальность, так сказать. Плюс ко всему, за счет этой резинки вы будете моделировать свою фигуру, добавляя объем в груди и заужая в талии. Пока этого еще не заметно, но с каждым рядом вы будете замечать изменения фактуры вязки. Получается, что в области груди у вас будет такая более объемная фактурная вязка, в области талии уже такая деликатная резиночка. И так вам нужно будет постепенно захватывать все больше и больше петелек до тех пор, пока вы полностью не измените петли полупатентной резинки на обычную по передней части. А я уже провязала свою резинку, изменила все петли на передней части и почти грудь и талию. Теперь эта фактура очень ярко заметна. Я заменила полупатентную резинку на обычную только по лицевой стороне, напоминаю об этом, по спинке еще ничего не меняла. И вот как только я все это сделала, то есть вот если вы видите по линии проймы, там как раз-таки все вот это вот начинается и заканчивается. Так вот, только с этого момента мы приступаем к вязанию по кругу полностью резинкой 1 на 1. Я еще к тому же и помечу ряд, чтобы было понятно потом, сколько я провязала. Ну и вам, соответственно, скажу. В общем, я думаю, здесь я вам уже не нужна. Самостоятельно провязывайте резинку. Да и длину регулируйте по собственным предпочтениям. Не ориентируйтесь на меня. Ну а для тех, кому все-таки интересно, я провязала свою резинку от момента перехода на 16 рядов. Если измерить, моя резинка составляет 4 сантиметра, а если измерять от проймы, то топик в длину 16 сантиметров. Ну и, пожалуй, на этом все. Нам осталось всего лишь закрыть петли. Я решила ничего не мудрить, просто закрыть обычным способом, точно так же, как мы закрывали плечи. То есть первую петельку я провязываю, разворачиваю ее, но в целом это тоже не обязательно, хотя будет аккуратнее. Следующую провязываю и протягиваю через предыдущую. Далее идет у меня лицевая, я ее провязываю и протягиваю через предыдущую петлю. И так я чередую, пока не закрою все петли. Здесь очень важно не перетягивать, потому что это закрытие, я бы не сказала, что очень эластичное. Мне порой даже сложновато слегка протягивать этот топ через свои ребра. Поэтому, как вариант, можно закрытие сделать иглой. Так, возможно, будет даже и удобнее. Но все индивидуально, смотрите, как комфортно вам. Если что, всегда можно будет перезакрыть. А петли я уже все закрыла. Не переживайте, если у вас также будет край волниться, это ничего страшного, ведь в любом случае, когда мы надеваем топик, он натягивается и ничего такого не будет заметно. А это наоборот только поможет натянуть его на себя. И, к слову, хотелось бы напомнить, если вдруг вам не хотелось бы оставлять такой вырез по спинке, у вас, возможно, остался такой вот хвостик при наборе. Здесь можно связать цепочку крючком из воздушных петель и сделать вот такую петельку, а с другой стороны пришить пуговичку. Так вы сможете застегивать ваш топик. Ну а вам огромное спасибо за просмотр, за то, что выбрали меня и доверились мне. Мне безумно приятно. Напоминаю, что вы можете подписаться на меня, и так вы не упустите новые интересные мастер-классы. И, к слову, я уже отсняла новый мастер-класс. Ставьте лайк, если вам понравилось видео, а пока